Можно вот так вот порционно его просто разорвать. Все чудесно отходит, ну просто роскошь. Этот пирожок, он просится ко мне в рот. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим очень оригинальный, вкусный пирог, который называется обезьяний хлеб, Monkey's Bread. Здесь у меня 180 мл теплого молока и также добавляю 7 граммов сухих быстродействующих дрожжей. Если вы будете использовать живые дрожжи, то вам понадобится в 3 раза больше, 21 грамм. Также, если вы полностью уверены в хорошем качестве ваших дрожжей, а также в их силе, что они хорошо поднимают тесто, то вы можете пропустить этот момент активации дрожжей и сразу замешивать тесто на пирог. Я же хочу вам показать, как себя должны вести хорошие дрожжи. Добавляю сюда 3 столовые ложки муки из общего количества, всего 350 граммов. И также где-то жменьку сахара. Чайную ложку добавляем, все перемешиваем и оставляем в теплом месте на 10 минут. Дрожжи должны начать пениться. И вот посмотрите, как у нас себя ведут хорошие дрожжи. Они начинают пениться, прям вот эти пузырьки лопаются. То, что нужно. Добавляем сюда 40 граммов сахара, совсем немножко я добавила на начале. И также 10 граммов ванильного сахара, 1 яйцо, перемешаем, половина чайной ложки соли и всю оставшуюся муку. Добавляем постепенно, потому что качество муки всегда разное, и вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Тем более, если мы постепенно добавляем, проще ее вмешать в тесто. И также добавляем сюда 50 граммов мягкого сливочного масла. Я не добавляю растопленное, потому что тогда у нас получится больше жидкости и автоматически мы добавим больше муки в тесто. А когда мы добавляем вот такое вот мягкое масло, то мы его разминаем, вмешиваем, и у нас меньше будет муки. Посыпаем поверхность мукой и перекладываем сюда тесто. Как видите, здесь еще есть кусочки сливочного масла, которые не вмешались. И сейчас мы будем тесто вымешивать. Все это можно сделать миксером с насадкой крюки, или же, если у вас есть кухонная машина, то она вам без проблем замесит тесто. Я же часто вам показываю, как замесить тесто вручную, потому что это очень приятный и, в принципе, легкий процесс. Он еще вас и отвлекает, и дарит вам приятные тактильные ощущения от работы с тестом. Вот такое замечательное тесто получилось. Не добавляйте в него слишком много муки. Вымешивала где-то я 2-3 минуты, округлили. И теперь посыпаем миску мукой, ставим сюда тесто. Накрываю тесто крышкой и ставим его в теплое место где-то на час. Время ориентировочное, потому что дрожжи это живой организм, поэтому все зависит от их активности и также температуры в помещении, где они будут подходить. Я буду их ставить, чтобы они подходили в духовку, которая была прогрета до 50 градусов, потом я ее отключаю и ставлю туда тесто. Если уже у вас в комнате чуть прохладнее будет, то оно будет подходить чуть дольше, поэтому ориентируйтесь на то, что оно должно увеличиться в объеме в 2 раза. И смотрите, через час как чудесно подошло тесто. Оно, в принципе, могло еще немножко постоять. Теперь спускаем воздух и перекладываем его на поверхность. Поверхность посыпаю мукой, выкладываю тесто, вот так вот его растягиваю в квадрат. Если нужно, посыпьте руки мукой. Теперь разделяем пополам. Еще раз пополам. Эту часть тоже нам нужно разделить на 8 частей. И теперь вот так вот на 8 частей. Итого у нас с вами должно получиться 64 маленьких кусочка. Берем каждый кусочек теста и формируем из него маленький шарик.
Подготовили 64 шарика и теперь подготовим форму. Форма у меня диаметром 24 сантиметра. Внутри все стенки я хорошо так вот смазываю сливочным маслом. Теперь в тарелке смешиваем 70 граммов сахара и 15 граммов корицы. Вместо белого сахара также можно взять коричневый. И можно немножко уменьшить количество корицы. И в еще одну тарелку выливаю 60 граммов растопленного сливочного масла. Теперь берем шарик, обмакиваем его немножко в сливочном масле и обваливаем в сахаре с корицей. Выкладываем в подготовленную форму. И так делаем со всеми шариками. Немножко я вот так вот приминаю, чтобы у нас был ровный сверху пирог, потому что потом мы будем его переворачивать. Теперь снова накрываем чем-то и ставим на финальную расстойку на 45-60 минут в теплое место. Пирог снова должен увеличиться в объеме. Посмотрите, как он чудесно подошел. Просто такой аромат уже приятнейший. Теперь разогреваем духовку до температуры 180 градусов. Нагрев вверх-вниз без конвекции. Ориентируемся на 30 минут. Но смотрите, чтобы ничего сверху не подгорало. Если уже хорошо пирог зарумянился сверху, то накройте его фольгой и продолжайте выпекать, пока он полностью приготовится. Я достала эту вкуснятину из духовки и теперь буквально 5 минут дадим ему постоять и будем доставать из формы. Теперь берем блюдо для подачи и вот так вот переворачиваем пирог на блюдо. И аккуратно поднимаем форму. Какой красавец! Посмотрите, какой красивенный пирог! Каждая отдельная булочка у нас пропитана и сливочным маслом, и карамелью, и сахара. Он у нас при выпечке начал топиться. И посмотрите, ну это так пахнет вкусно, хочется уже попробовать. Посмотрите, какой он пышный, мягусенький, вот просто потрясающий. Кстати, это отрывной пирог. Можно брать и вот так вот по булочке отрывать. Посмотрите, какая роскошь. Ой-ой-ой. Ой, пух, просто невесомый пирожок. Рука так и тянется за следующим. Посмотрите на этот пух, просто невесомое тесто и такое ароматное, карамельное сверху. Так и хочется булочку за булочкой пробовать. Если вы любите булочки синнабоны, то этот рецепт очень похожий, просто без вот крема сверху. Обязательно попробуйте, выглядит шикарно, эффектно. Наслаждайтесь этой вкусняшкой к чаю. Всем пока, до новых вкусных рецептов!